превратить сушу в воду и воду в сушу. Сделай невидимое видимым, сделай неслышимое слышимым, сделай неведомое ведомым. Дай мне сердце оленя, дай мне крылья птицы, дай мне тело стрелы, дай мне сердце оленя, дай мне крылья птицы, дай мне тело стрелы, чтобы долететь мне до верхнего бога Тораманем, изведать истину истин. Пусть отзовутся звезды, пусть отзовется небо, пусть отзовется солнце. Эту книгу я начал писать со дня моего рождения, так мне казалось. Но сейчас я думаю, что она зародилась задолго до моего появления на свет. Ведь ее писали моя мама и мой отец, моя бабушка и мой дед Роман, мой крестный отец, старец Ефрем. К рождению книги причастны многие мои родственники. Мои братья и сестры, реки и озера, бары и урманы, звери и птицы, деревья и травы, и, разумеется, боги и богини земли и неба. Когда я закончу эту книгу, и вообще закончу ли, я не знаю. С каждым днем писать ее все труднее, ибо у народа слишком много потерь и разочарований. У народа отнята вера, отняты боги и богини, бесследно уходят великие шаманы, великие сказители, великие мастера. И тешить себя надеждами не приходится. Тем более, если твой народ мал числом, тем более, что на пол планеты идет нефть и газ твоей земли. И всем нужен не твой народ, а его земля. И если в твоем сердце отзовется боль уходящего, и ты разделишь с ним его боль, этим ты облегчишь его участь на пути к вечному и неминуемому покою.
Карла Маркса вечером 1 мая. Так? Тайга твоя закон. Так? Так как же ты посмел стрелять в самого Карла Маркса? На него же пролетариат всего мира молится. Так я ж не знал. Не знал? Отец твой где, знаешь? Не знаю. Зато я знаю. Расстрелян органами ГПУ 23 февраля 1927 года, как враг советской власти. А знаешь, чем твой папашка занимался? Лечил калеченного. Медведь сломал спину охотнику по прозвищу Петька Капкан. Донес в ГПУ Сенька Пристав. Все шаманы враги, истребить как нечисть. В тайге без шамана смерти. Шаман же все знает, где рыба, куда зверь ушел. Даже погоду умеет предсказать. Цель? Под корень их всех, шаманское семя. Вот наша Библия теперь. Называется «Манифест коммунистической партии». Кто написал? Карл Маркс. Он теперь наш Бог. А знаешь, что в этой книжке написано? Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Кто такие пролетарии? Ну, пролетарии – это, к примеру, фабричные рабочие. Как я, например, когда при царе на хозяина спину гнул, был пролетарием, а потом мы взяли и хозяина скинули. Что? Что? Фабрика остановилась. Я в руководство подался. А как же пролетарии? Пролетарии объединились, не переживай. Царя скинули, Ленина поставили. Все сделали, как в этой книжке написано. А что же мне теперь делать? А ты будешь присоединять туземцев к нашей новой пролетарской семье. Закончишь курсы, там тебя научат думать по-партийному, по-ленински, по-сталински. Так это же как много думать-то надо. Ну, не так уж и много. Думает партия в лице товарища Сталина, а наше дело исполнять. Я вот никак не понимаю, как же ханты в колхоз присоединяют кого куда? У них же у каждого свои наделы, угодья. А ничего не будет. Ни угодий, ни промыслов. Построим бараки и пусть в колхозе вкалывают. У нас уже все объединились, не переживай. Только твои юрты дикарями и живут до сих пор. А что ханты в колхозе делать? Что партия скажет, то и делать, понял? Ты смотри мне. Я портретик-то спрячу, чтоб ты у меня с крючка не сорвался. А книжку возьми. Будешь читать, чтоб мысли твои в правильном русле текли. Ты еще молодой. Закончишь курсы, дам тебе рекомендацию. В партию вступишь, станешь коммунистом. А молиться? Что молиться? Карлу Марксу молиться. Ты же сам сказал, что он теперь Бог. Устав партии выучишь, вот и будет твоя молитва. Да, смотри, не вздумай брякнуть где-нибудь про Бога Карла Маркса. Это я его так, для пущей важности, обозвал, чтобы ты меня правильно понял. А книжку читай, читай. А Бога, к твоему сведению, товарищ Ленин отменил еще в 17 году. Устав партии выучи. Это еще как? Гимн международной солидарности трудящихся.
покровительница, скажи, отчего наша мама ушла в Нижний мир так рано? Она оставила нас, а мои сестренки так малы, они все время просят кушать, а я не знаю, чем кормить их. А еще, о, Матерь-покровительница, мой отец встретился с чернолицем и принес его шкуру в дом. И, может, потому наказали лесные духи охотника. Отец Галактион сделался будто деревянным, не ест, не пьет, не шевелит ни руками, ни ногами. Не дай ему уйти в мир, Матерь-покровительница. Верни здоровье отцу моему, охотнику Галактиону. Дарья! Почему слезы? Что, опять Галактион? Сегодня стонал всю ночь, просит смерти. Сестренки плачут, они все время кушать хотят. Малыши всегда кушать хотят, но не реви. Посмотри, что я тебе принесла. Вот парсы, вот муки немножко, хлеба напечешь. Медвежий жир Галактиону. А вот еще печенье. Печенье? А это еще откуда? Из Сургута. Вчера свекр с ярмарки гостинцев привез. Федосия, ты... Перестань, ты сестра мне. А ты знаешь, что свекр сказывал? Вчера в Сургуте митинг был. Митинг? А что это такое? Ну, это когда весь народ собирается, как у нас, на медвежий праздник. И один говорит, и все его слушают. Так он что, шаман, что ли? Кто? Ну, тот, который говорит. Может, и шаман, коль на него столько народу приходят. Хотя нет, не шаману. Свекр говорил, шаманов запретили. Он просто всем про новую жизнь рассказывает. Новая жизнь? Это как? Заново народиться, что ли? Вот и я думала про нашу новую жизнь. Только ничего, кроме нашего ребеночка, не надумала. Ребеночка? Какого такого ребеночка? Нашего, с Ефремом, будущего твоего племянничка. Так ты? Ага. Только ты молчи. Никому не говори. Ефрему я потом сама скажу. Нам на Путину скоро идти. Боюсь, не возьмет. Я ж теперь вместо Галактиона буду. Здравствуй, вода! Здравствуй, солнце! Здравствуй, великий Тору! Растопи землю после зимней стужи. Согрей ее. Разгони лед, чтобы жилось легче птице, зверю и человеку. А охотнику Ефрему помоги дожить до следующей весны и встретить новый ледоход. Эй, Ефрем, чего на птиц пялишься? Давно не видел? Иди-ка ты своей дорогой. Ты не груби, а то подстрелю тебя, как эту птицу. Ты с ума спятил, в белых птиц стреляешь? Опять шаманские бредни! Белые птицы. Мне все едино. Лебедь белая, глухарь болотная, утка. Видно, жить надоело, коска! Не доводи до греха, станешь кормом для червей. Ой-ой-ой, боюсь, знаю ваше шаманское племя. Ты, говорят, пули умеешь заговаривать. Только мне. Я тебя не боюсь, а вот ты меня бойся! Я ведь знаю, кто охотнику Галактиону зелье шаманское носит. Он же переломанный весь, его давно в Нижнем мире ждут, а ты ему своим зельем! Ну да ладно. Скоро все переменится. Скоро все общее будет. И тайга, и небо, и озеро, и люди. И никто не пикнет против советской власти.
не пойму. Ты что медлишь-то, Пипипли? Не понимает он. А кто зелье шаманское Галактиону носит? Даже переломанный весь. Лучше бы убил его медведь, и мне бы легче было. Галактион-то тебе что сделал? Галактион? Да он может мне всю жизнь сломать! Я на Дашке жениться хотел. А он в гордость ударился. Не пара я ей. Вот теперь и жду, пока умрет Галактион. Надоела мне холостяцкая жизнь. Ты чужой, Дашка не пойдет за тебя. Посмотрим. Сдается мне, быть нам с тобой родней. Галактиона огнем лечить будем. Выжечь надо боль. Я камлать буду. Камлать? Да ты что, Ефрем? А если прознает кто? Кажется, мне Коска за нами следит. В лабазе ни одного отреза ткани, ни единой нитки. Ничего нет, все пропало. Ты думаешь, Коска? Кто же еще? Он же по дворам шастает со своими законами и порядками. Все вынюхивает чего-то. А я думал, не до того ему. Он на Дашке вздумал жениться. На Дашке? Да что в нашей семье такой кыдлун завелся? Он же хуже самого худого холея. Смерть за собой несет. Ну ладно, успокойся, не горячись. Давеча Коска говорил, начальство из Сургуда катером прибудет. Рыбаков собирай. Вот так караваном до самой Эбии пойдем. А назад? А что назад? Назад каждый сам по себе, по пескам, бичевая на что. Ой, вот да мы звери неразумные, или дети малые, сами не знаем, как нам жить. Новая власть порядки такие постановила. Видать, они хотят все ханты одним буксиром свою новую жизнь утащить.
рожденный водой, рожденный землей, рожденный огнем, рожденный небом. О, водообразный, рожденный водой, рожденный землей, рожденный огнем, рожденный небом. О, водообразный, живущий во всех временах и во всех мирах. О, водообразный, живущий во всех мирах и во всех временах. О, водообразный, умеющий превратить сушу в воду и воду в сушу. Сделай невидимое видимым, сделай неслышимое слышимым, сделай неведомое ведомым. Сделай невидимое видимым, сделай неслышимое слышимым, сделай неведомое ведомым. Дай мне сердце оленя, дай мне крылья птицы, дай мне тело стрелы, чтобы добраться мне до верхнего бога Торумане и изведать истину истин. Пусть отзовутся звезды, пусть отзовется небо, пусть отзовется солнце, чтобы помочь охотнику Галактиону. Дай подняться на ноги, верни ему прежнюю силу, дай подняться на ноги, чтобы легким шагом, шагал, зорким глазом, глядел, твердой рукой, твердой рукой лук держал. Отшаманился, большой зять! Здравствуй, сестра! Тише, только усни. Какой хорошенький! Вылитый Ефрем. Я тебе что сказать-то хотела? Говорят, война началась. Война? Где война? Говорят, Германия на Советский Союз напала. Всех мужчин на фронт забирать будут. Ой-ой. Она же братьев сколько по всему Агану. А на Егор-Яхе двоюродные. А тебе кто сказал? Может, неправда? Сегодня Коска утром заходил. Отец его сначала прогнать хотел, а он как давай про войну рассказывать. Отец давай его расспрашивать. Говорят, сильная большая война. Народу полегло без счету. Много городов разрушено. Горе-то какое. Коска говорит, Сталин всем управляет, значит, русские победят! Значит, русские победят! А может, Коску твоего тоже на фронт заберут? Нет, у него бронь. Это еще что? Ну, это вроде как даже если всех заберут, он все равно останется в тылу, как ценный кадр. Ценный кадр.
война, там солдаты с ружьями воюют против немцев. Там фронт. Там, где войны нет, как у нас, там тыл. Это что ж получается? И на нас немцы напасть могут? Не знаю. Про это Коска ничего не говорил. Пойду спрошу у Коски. Галактион, ты как? Уже лучше, потихоньку ходить начал. Дуся, Дусь, это я, Коска. Не бойся. Я и не боюсь. Тебя чего по ночам носит? Не спится. Про войну слыхала? Слыхала. Повезло Ефрему. Кругом война, а он на нарах греется. И сам черт ему не брат. Тебе бы так повезло. А нечего было ерундой всяко заниматься. Я затем пришел. Я тебе предложение хочу сделать. Предложение? У меня муж есть, окстись. Муж? Да где твой муж? Нету у тебя мужа. Оттуда не возвращаются. По-хорошему не хочешь. Ха. Да. Кругом война. А она дома нежится. Машина. Завтра же. На заготовки. А куда же я ребенка дену? Это моя забота. Я тебе сделал предложение. Ты отказалась. Не понимают они оленей коллективизации. Какую еще оленью коллективизацию? Что это за отдельная коллективизация такая? Ну, привыкли они, что у каждого свое стадо, свои наделы, а тут всеобщее, не понимают. Плохо ты им политику партии преподносишь. Нет у нас своего ничего. Есть только общее, колхозное, государственное. Усек? Тайга твоя закон. Ведь, ежели б не война, мы, может, уже коммунизм бы построили. А тут немец позарился на наш общественный строй, на нашу прекрасную родину. Ты что думаешь, страна нам просто так бронь дала? Ведь мы должны ее отработать, себя не жалея. А раз себя не жалеем, то и других жалеть нечего. Привыкнут твои ханты, корова, привыкнут. Молоко начал сдавать? Ежедневно 500 литров. Ну вот. А ты говорил, что твои ханты не знают, с какой стороны корове подойти. Ведь корова тот же олень, только у нее вымя больше. А у оленя рога ветвистей. Вот и вся разница. Кстати, твой колхоз уже по многим показателям впереди. Так что работай, Константин, работай. И не забывай, рыба, рыба, еще раз рыба. Стране нужны тонны рыбы. Бойцов на фронте кормить.
пока он на нарах валялся, мы с тобой себя не жалея, тыл подымали, фронт кормили. Да. Отсидел 7 лет, как вышел, не знаю. Ты же сказал, Иван Степанович, что по той статье, что у него не выходят. И на старуху бывает проруха. А папа его так и не далась тебе? Как ее там? Федосья. И что говоришь? У нее сын? Сколько ему? 7 лет. Сын чей? Известно чей? Ефрема. Не твой. Куда мне? Как Ефрема забрали, аккурат через 5 месяцев и родила. И что? За все 7 лет ни разу? Да она хуже бешеной кошки! Только подойди, глаза выцарапай! Палка свалилась, когда барак строили. Да как тогда объяснить-то было? Я тогда Федосью аккурат за тем самым бараком подкараулил, где она поленницу складывала, а она меня... А что ж не посадил-то? Так сказать, покушение при исполнении. Ежели на то пошло, Иван Степанович, она уже на меня покушалась не раз. Еще до женитьбы. Я никому не говорил. Как увижу ее, сердце заходится. И перед Дарьей стыдно. Баба хорошая меня любит. И что, все 7 лет маешься? Теперь уже больше. Так вот и работай со своими шаманами. Есть предмет для работы. Работай. Топором их с них всю дурь выколачивать надо. А бабы пусть нам достанутся. Тогда и все, и советская власть, и все будут счастливы. Ты, Иван Степанович. Да, чуть не забыл. План по картошке 2 раза приказано поднять. Надо корчевать тайгу под новые поля. Слышь, Иван Степанович, я тебя все спросить хотел. А зачем ханты картошка? Они же к ней не привыкши. Но другое дело, птица, рыба, зверь лесной, в конце концов, а тут картошка. Какая птица, рыба, зверь лесной? Вас, дикарей, к цивилизации приобщают. А они же еще и недовольны. Ты что, плохо политику партии понимаешь, что ли? Нет? Так и работай. Все, под корень их шаманское семя, все. На лесоповал, на картошку. Куда еще там? Никого не жалей. Я с них 3 шкуры спущу. Все сделаю, Иван Степанович. Да, чуть не забыл. Меня в область вызывают. Так что пока меня не будет, командуй, Алексеевич, командуй. Тайга твоя закон. Проходи, садись. Заявление писать будешь. В тюрьме грамоты научился, поди? Не понимаю, какое заявление? Не понимаю то. Тюрьма не научила понимать, я научу. Вот тебе бумага. Пиши. Я, Ефрем Козымкин, враг народа, обязуюсь верно служить, помогать партии и обо всех случаях шаманства докладывать председателю колхоза Константину Покачеву. Ничего я писать не буду. Это как это не будешь? Я в колхозе за каждую муху отвечаю. Я не муха! И сам за себя отвечу, мне бояться нечего. А мне есть чего. Ты своим богам служишь, я своим. Вот теперь мой бог. Это твое дело. А служить не буду. Башку снесут. Пока ты в тюрьме отдыхал, меня советская власть вызывала в Сургут. Сказали, вот тебе, Константин Алексеевич,
Стол. Теперь это твой престол. Руководи колхозом. Всю войну руководил, пока ты на нарах отдыхал. Теперь ты мой колхозник. Вот тут как раз разнарядка пришла на лесоповал. Вместе с Федосией. Ты мою жену не трогай. У нее ребенок, ей так досталось без меня. Ребенок? У всех ребенок, ты свои клешни по стойке смирно держи! А то впаяю тебе еще лет 10. Ты по какой статье предпочитаешь? По уголовной? По политике? Ты точно бес, Коска. Человек. Ну, без или не без, не тебе судить. У меня есть люди, которые получше тебя знают, кто я есть на самом деле. Я, Ефрем Козынкин, обязуюсь верно служить, помогать партии и во всех случаях шаманства докладывать председателю колхоза Константину Покачеву. Тебе даже перо скрипеть не пришлось. Я все за тебя сделал, большой зять. Уважение к тебе проявил, Уркагану. Ты кулаки не сжимай, если что. Помни, у тебя семья. Можешь все потерять за свои закорючки. Но! Ну вот, теперь порядок. Иди. Русские бумагу любят. Говорят, без бумажки ты букашка. И я тебе не Коска! А Константин Алексеевич, запомни. Парсы, ей так уже пол-ведра натерли. Да ты что, сынок, у наша папка вернулся. Теперь надо много парсы, много хлеба печь. Мужчина в доме, значит, надо много еды. Мам, а за что папу в тюрьму посадили? Дашка Лямкина говорит, он враг народа. Враг? Да какой же он враг? Он многим людям помог. Помог? А за что же его тогда в тюрьму посадили? Он людей лечил, а советская власть ему запретила. Хотя испокон веков шаман в тайге лекарь. Шаман? Так на что, папка шаман? Молчи, никому об этом не говори. И никогда не спрашивай об этом. А что, могут опять в тюрьму посадить? Могут. Молчи. Мам, я кушаньки принес. Пойдем за водой? Ой, пойдем, сыночек. Только эта кушенька для тебя велика. Мама, как вода становится водой? Ой, вода, сынок, рождается из сока таежной земли. Мама, а зачем ты своим ковшиком воду черпаешь? А потому что нельзя лезть своей кушенькой в общий колодец. Почему? Ну как почему? Да потому что люди разные, мысли разные. Так значит, что, можно мыслями воду запачкать? Ну так можно, сынок. Поэтому возле колодца нельзя браниться, говорить плохие слова. Плохое слово упадет в воду, его человек выпьет, и ему совсем станет плохо. Нельзя людям желать зла. Так значит, что, вода волшебная? Волшебная, сыночек, пойдем. Что-то у геологов случилось. Горит в стороне священного бора. Что-то у геологов случилось. Горит на стороне священного бора. А геологи это кто? Охотники? Геологи? Нет, не охотники. А что им тогда в тайге нужно? Говорят, они подземный огонь будут добывать. Подземный огонь это как? А!
русские охотники сказали. А тут геологи. Вот они ищут, рыщут. Где бы раскопать? А зачем им кровь земли? Чтобы Коска на своем катере по реке мотался. Неужто они сюда из-за Коски пришли? Да шучу я. Советская власть их прислала. Мотор на катере чем заправляют? Бензином. Катеров у них теперь много. И бензина надо много. А бензин из чего делают? Неужели с крови земли? Ну а из чего же еще? Ха. Ну ты посмотри, а? А ты как думаешь? Так они ж теперь нашу землю калечить будут. А ты как думала? Так нас теперь боги накажут. А нас-то за что? Я так понял, советская власть всех богов отменила. И теперь русские хозяева на земле. Так нет. Был у них русский бог и царь был. Норму рыбосдачи поднял. План по картошке 3 раза. Так, что еще? Мясо, молоко. Мясо. Можно и мясо. За счет оленей. Все родная партия сделала, как ты приказала. Отказались они от Бога. И от царя своего отказались. И теперь сами хозяева на земле, куда придут, там и хозяева. И нет у них ничего святого. Одно у нас теперь святое место осталось. Там, где Сталин живет. А Сталин у них теперь вместо Бога. Такой у них, как наш Тору. Да. И пока будут на земле править такие, как Коска, Сталин будет Богом на земле. Но ты же понимаешь, что все хорошее и плохое это послано свыше. Это как испытание. Выдержит ли человек? Если выдержит, будет жить. Если нет, такова воля богов. Подчистую всех оленей и прикончили. А твое-то стадо Коска в первую очередь к рукам прибрал. Как Федосия не защищала своих важных. Надорвались они в колхозе-то. А парнишку твоего жалко было до слез, когда последняя важенька сдохла. У нее малышка осталась. Золотистый прозвал ее Роман. Такая красавица была, сама светленькая, будто и впрямь золотистая. И пятнышко на груди. Матка-то важенька сдохла. Чем кормить детеныша? Болтушкой рыбной выкармливать начали. А у нее через время живот вспух. Не принимал организм грубую пищу. И вскоре вслед за матерью. Как Роман плакал, даже я не выдержал. Я ходил на Чернолицева 1 на 1 не раз, а здесь уревелся с ним, как ребенок. Федосия молчала, ни слова не сказала. Кремень баба, голод, холод, ничего и не страшно. А вот я дочку-то сдал, когда холод наступил. Я-то теперь на что гожусь? Сеть в руках не держу, на лыжах ходить не могу.
А Коска-то воспользовался этим. Принес еды всякой, когда голод наступил. И детишки же с голоду пухнуть начали. Да и Дарья вся черная от работы, а дома все равно шаром покати. Да и война к тому же. Все на фронт отдавали. Да, Галактион. С одной стороны, Коска твою семью спас, а с другой... Ну да ведь это ерунда, главное, ты живой остался. Дочери у тебя подросли, смотри, помощницы какие. А Дарья, ее семья уже, чего не поделаешь. А он меня до сих пор на порог не пускает. Как будто боится чего-то. Роман, сходи до сельсовета и глянь, Коска у себя или нет. Смотри, чтобы в округе чужих никого не было. Ладно, пап. Здравствуйте, гости. Здравствуйте, гости. Ефрем, а куда Роман припустился? Да я послал его посмотреть, нет ли чужих в округе. Ты что-то задумал? С Галактионом священный плод пойдет. А ты собери-ка все самое лучшее. Жир медвежий, щук вяленый, чай. Да будто бы я не знаю. Да это я так для себя повторяю. Сколько лет в священном тереме не был. Священной тишины не слышал, воздухом бора не дышал. Будто душу из меня кто вынул, и теперь она отдельно от меня живет. Надо ее на место вернуть. Ягельного агана на долгой середине, этого рыбного агана на долгой середине, сидящая наша агана Матерь Богиня, на этой твоей воде рожденные, на этой твоей земле на глаза попавшие, на образ солнца похожие, на образ луны похожие, на тебе посвященные, охраняя, защищая, стороной пронеси, уголок глаза своего держи, долгой жизни нашепчи, долгого века нашепчи, от некого ноги несчастья, от некого руки несчастья, от одной-двух деревьев тенью стороной пронеси, от некого пожирающего духа, некого кусающего духа, охраняя, защищая, стороной пронеси. Прими от меня, от ханта и охотника Ефрема, благодарность за освобождение от тюремных оков. Дай терпение нам! Дай терпение нам! Чтобы вынести, чтобы выдержать огонь и железо каленое красного царя и его верных слуг с красными звездами на шапках. Верни утраченную свободу ханты людям! Верни утраченную свободу! Чтобы могли они, как прежде, жить свободно, охотой, рыбалкой, как предки умели, как предки велели, как предки умели, как предки велели. Илюшка заболел! Горит весь! Что делать, не знаю! Пусть Коска за врачом посылает. Он с меня бумагу взял, лечить партия запретила. Какая партия, Ефрем? Сын умирает единственный! Ефрем, ребенка надо спасать. Иди, я все соберу. Помоги, Ефремушка! Что Коска скажет? Да нет его! Он в район уехал! 3 дня его не будет! Ефрем, я думаю, не стоит тебе туда идти. А кто поможет маленькому Илюшке?
Врач может не успеть. Я с тобой пойду. И не надо было срывать тебе этот гриб. Все, что здесь растет, все священно. И даже грибы? И даже грибы, сынок. Мама, почему горы называются священными? Сынок, потому что здесь живет наша матерь-покровительница. Отец ее – Бог Тору, а мать – Матерь, богиня Земля. Однажды они на землю прислали к нам свою дочь, чтобы она оберегала и охраняла нас. Оберегала? И меня, и папу, и всех-всех людей? И всех-всех людей вокруг, сынок. Сейчас на реке. Как вернется, можешь брать его. Он же мне расписку дал, что шаманить не будет больше. Опять за старое. Так ты подумай, сына коммуниста шаман лечит. И что, вылечил? Вылечил. Пока я в Сургуте был в райкоме. Подумай, сына коммуниста шаман. Разве это можно допустить? Да. Дело-то серьезное. Он последний из рода Козынкиных. Всех остальных врагов народа мы истребили. Один Ефрем остался. Рыбак-то он отменный. Видать, и здесь шаманит. Бывает, у всех сети пустые, а Ефрема полные. Жена его Федоська. Никак в руки не дается. Как не дается? Так может я попробую? Не надо. Я сам. Ты это, за Ефремом иди. Вдруг убежит. Постой-ка. Сдается мне, живым нам его не взять. Так мы его с тобой при попытке к бегству. Понимаешь? Понимаю, чего ж тут непонятно. Здорово, живешь, тракторист. Иван Степанович, доброго здоровья, редкий гость. С чем пожаловали?
верно, то верно. Давно здесь не был. Да дел по горло некогда. Я же надолго заскочил. Народ надо наградам представлять. 30-летие Октябрьской революции. Кто там у тебя? Самые достойные. Так и думать нечего. Федосья Казымкина. И нормы ежедневно. Ну-ну, не горячись. Федосья – жена врага народа. А с такими надо поаккуратней. Не знаю, кто там враг. А для меня один враг. Немец. А у нас еще внутренних врагов полно. А Казымкин один из них был. А что? Правда? Ефрема при попытке к бегству. Он вроде мужик справный был. Ты меньше говори, Круглов, целее будешь, понял? Ну, конечно, вам виднее. Но для меня Федосья первая. Федосью? Нет. Кого хочешь? Хоть самого распоследнего. Только не ее. Сколько сегодня, Федосья? Твоя работа, бери и считай. Что хмурая такая? Чему радоваться-то? Оно, конечно, насильно радоваться не заставишь, но у тебя ты здоровая, молодая, рыба тебе так и прет в сеть. Молодая? Зачем? Нельзя так убиваться. У тебя сын, его растить нужно. Ой, Василий Александрович, сколько я Ефрема ждала. Думала, жизнь по-другому начнется. А сейчас я жить не хочу. Это грех. Сколько наших русских баб после войны без мужиков осталось. Тьма! Молись, Федосья. Молись и верь, несмотря ни на что. Со мной однажды такое приключилось, что я теперь без молитвы ни спать не лягу, ни на улицу с утра не выйду. На фронте, как раз под Москвой, дело было. Бои страшные, сколько народу полегло. Спали почти стоя, как лошади, по 3 часа и снова под ружье. Так вот, снится мне сон, будто Аграфена моя, вот так прямо, как наяву, приходит ко мне и говорит: на тебе, Василий, оберег мой, достался мне от прабабки. И дает мне иконку крохотную на веревочке тоненькой. Тут я проснулся. Ни Аграфены, ни иконки. Чудеса, думаю. А под вечер почта пришла. Письма бойцам доставили. У них радость, а мне что? Мои-то в оккупации на Брянщине. Кто мне напишет, немец что ли? В общем, грустно мне стало. Командир наш, Минин фамилия, видит, что меня грусть заедает, дает мне посылочку. Возьми, говорит боец Круглов. Посылка, как сейчас помню, с Сибири была, из Иркутска. А в ней носки вязаные. Интересные такие в полосочку. Полосочка красная, полосочка желтая, будто детские. Командир говорит: одевай, говорит, по праздникам и помни, что Брянщина скоро будет наша. Как в воду глядел. Я носки-то я взял, но одевать не стал. Что ж, на них портянки буду натягивать. Без портянок бойцу смерть. А носки — баловство. Но на руку примерил. Чувствую, внутри что-то маленькое, круглое спрятано. Доставать не стал, думаю, когда один останусь. Так вот, была там иконка. Точно такая, как я во сне видел. Колька Сидоров, мы с ним с одной деревни родом. Я ему, когда про чудо, что со мной приключилось, рассказал, он говорит: ну, Васька, теперь будешь жить до самой смерти. И давай смеяться. А потом серьезным стал. И говорит, мол, неспроста это, Васька. Воевать тебе теперь и за себя, и за меня, и идти до самого Берлина. Я ему говорю: Коль, ты чего? Он опять смеется, но как знал. Погиб в 43-м, а я так воевал за себя и за него. Правда, руку потерял, но это уже
в последнем бою под Берлином. Понимаешь, молиться надо. Спасла меня иконка-то, до сих пор ношу. Так что ж, если я молиться буду, мне легче станет. Конечно. Это у нас-то Бог один, а у вас, у хантов-то вон их сколько. И лесные, и речные. Тебе каждая травинка поможет. Какой ты добрый, Василий Венцианович. Да если б все такими были бы. Ты домой-то как? Река обмелела. Лески кругом. А, бичевой. Сынок поможет. Мам, а можно я в интернат не поеду? Почему, сынок? Там плохо. Меня будут дразнить, что мой папка враг народа. Там даже нельзя на своем языке говорить. Только по-русски. Мам, а русские плохие? Русские? Да всякие бывают. Вон, Василий. Русский. Какой добрый. А Коска Ханты. И сколько он нам зла сделал. Хотя вроде и свой. А тебе, сынок, учиться надо. Ну, видишь, какая жизнь у нас тяжелая. Может, выучишься, станешь ученым, или еще кем. И не будешь бичевую по пескам таскать. А я тайгу люблю, дом свой люблю. Не хочу среди чужих жить. Папка что говорил, сынок? Надо жить и жить. Такой век наступил. А давай лучше с тобой помечтаем. Вот вырастешь, выучишься, будешь хорошо по-русски знать. Россия, она какая огромная, много разных людей. А есть добрые, хорошие, как наш Венцианыч. А есть знаменитые, ученые. У них жизнь совсем другая, на нашу не похожая. Здравствуй, Федосия. Чего не здороваешься? Гордая такая сидишь. Тебе чего надо? Говори, уходи. Не груби. Забыла, кто я? Да рада бы забыть. Да ты будто черт перед глазами мельтешишь. Как ты меня назвала? Ну да ладно, говорить долго не буду. Собирай свои манатки. Переезжаешь жить в колхозный барак. Там у тебя теперь будет койка. Каникулы кончились. Романа я отвезу в интернат. А тебе одно место хватит. Никуда я не поеду. У меня дом есть. Его мой муж Ефрем строил. Никуда я отсюда не уйду. Мужа своего! Забудь! Его расстреляли. Как врага народа при попытке бегства. Да какой же он враг! Он сына твоего спас! Не будем об этом. Мое слово последнее. Собирайся, как ты говоришь, на русскую работу. Твой рабочий день с 7 утра до 8 вечера. Спеши, а то опоздаешь. Поняла? Мам, я свои вещи собрал. Сейчас твои соберу, да только не плачь. Ой, сыночек. Мам, а что такое русская работа? Всякое, подневольное. То и есть русская работа, что красный царь приказал. И теперь они ждут, не дождутся, когда ты вырастешь, чтоб хребет тебе ломать, да кровь твою пить. Так я что, тоже колхозный? А ты как думал? Они хотят колхоз, поселок. А как выжить в этом поселке? Свежей рыбы нет, свежего мяса нет, ягод брать негде, да ягодников далеко. Ни лошадей, ни оленей, всех извели. Мужчины и женщины водку начинают пить, на себя перестают походить. А раньше ханты свободно жили, детей растили, оленей держали, сами себя кормили. А потом красного царя поставили, и жизнь совсем другая началась. А как же он один со всеми справляется? У красного царя слуги есть. Советская власть это называется.
Как называется? Советская власть. У кого власть, тот и прав. Я тебе давно хотел сказать. Только не пей, послушай! Я и на Дарье женился, чтобы к тебе ближе быть. А таких, как ты красивых никогда не видел. Понимаешь? Нет! Значит, ты опять за старое? Не уступишь, значит, председателю колхоза? Да как же ты живешь, Коска? Да ты ради своего полгода лучших охотников, рыбаков загубил! Да ты ж людей по своим чужим законам жизнь оставляешь! А мне выжить надо! Не хочу, как твой Ефрем, раньше времени умирать! Что, Паша начальник, думаешь, все можно? Слыхала? В район его забирают. Прежнего-то арестовали. Портрет какой-то нашли у него. Расстрелянный. Карла Марса какого-то. Если ее тронешь, я тебя... Ну-ну. Дядя Галактион, что мне делать? Меня назначили бригадиром. А участок знаешь где? Где? Священный бор рубить приказано, понимаешь? Понимаю. Ефрема казнил. Теперь за тебя взялся. Дядя Галактион, если со мной что случится, обучи Романа рыбачить, охотиться. Больше некому. И не дай Коске в обиду. Ты мне за него даже ничего не говори. Дядя Галактион, почему боги не заступятся за нас? Ну чем мы виноваты, дядя Галактион? Испытывать они нас. Выдержим ли? Так не стало моей мамы. Она ушла, спасая свой дом, свой очаг. Я видел, как мерзлые черные комья падали на черный снег.
а мужчины рубили землю, ту землю, которую так любила моя мама и в которую она уходила преждевременно. Промчатся дни и годы, утекут весны, усохнут лета, уйдут из среднего мира шаманы и сказители, уйдут навсегда. За ними уйдут люди, уйдут народы, осиротеют боги и богини. Останется лишь надежда, надежда на жизнь, которая жила в моей маме.